Он прославился как демон политики. Его книга была запрещена. Его называли врагом человечества. Но Макиавелли не призывал к злу. Он просто отказался врать. Он видел мир таким, каков он есть: слабость, предательство, борьба за влияние. И пришел к одному выводу: если хочешь выжить, будь готов. Макиавелли говорил не для злых. Он говорил для добрых, которые слишком часто становятся жертвами. Это не урок зла. Это руководство по выживанию в мире, где правят не святые, а те, кто понял правила игры. Макиавелли родился во Флоренции, в городе, где власть переходила из рук в руки, где семьи убивали друг друга за влияние, а религия использовалась как меч. Он вырос среди измен, интриг и народных восстаний. Когда Медичи потеряли власть, Флоренция стала республикой. Макиавелли оказался в самом сердце политики. Он не просто наблюдал хаос. Он вел переговоры, пытался удержать шаткую республику, а потом был изгнан, предан, как и все, кто верил в справедливость. В изгнании он начал писать не ради мести, а ради правды, которую боялись назвать. Он видел: добро не побеждает. Побеждает тот, кто действует хладнокровно. Так родилась философия Макиавелли. Не из злобы, а из обломков идеалов. Макиавелли не верил в высокие слова. Он верил в поступки. А поступки людей предсказуемы. Пока ты им выгоден, они рядом. Но в день, когда ты ослабнешь, отвернутся. Он писал: люди неблагодарны, лицемерны, трусливы. Они лгут, предают, бегут от опасности и жаждут власти, даже если не признаются в этом. Жестоко? Возможно. Но Макиавелли не обвинял, он описывал. Он не считал человека злым, он считал его эгоистичным. И потому, если правитель хочет сохранить власть, он должен понимать: строить ее на добродетели все равно, что строить мост на воде. Реальность такова: мораль — это личный выбор, но власть — это необходимость. И если ты не видишь, какими бывают люди, когда им страшно, ты никогда не сможешь ими управлять. Мораль — это красиво, но политика — это грязь. Макиавелли видел: тот, кто слишком добр, теряет все. Тот, кто слишком честен, становится удобной мишенью. Он не отвергал мораль, он просто отделял ее от власти. Правитель не должен быть добродетельным, он должен быть эффективным. Он не обязан говорить правду, он обязан защищать страну. И если ложь спасает порядок, лгать необходимо. Если сила удерживает мир, ее нужно применять. Фома Аквинский учил о справедливости, Макиавелли о выживании. И он был предельно ясен: если тебе нужно выбирать между тем, чтобы быть хорошим и быть правителем, выбирай власть. Потому что в хаосе не выживает добрый, выживает тот, кто понял цену иллюзий. Когда Макиавелли смотрел на церковь, он не видел святых, он видел политиков в рясах. Папа Александр VI, Родриго Борджа, стал символом того, как власть может надеть маску святости и использовать ее как щит. Он продвигал своих детей, решал конфликты отлучением, убирал врагов интригами и отравлениями. Церковь стала машиной для укрепления влияния. Макиавелли наблюдал внимательно и сделал вывод: мораль — это инструмент, не цель, не основа. А инструмент удобный, если им уметь пользоваться. Он не был шокирован, он был точен. Если даже папа играет по правилам силы, значит, и другим нельзя забывать, в какой игре они участвуют. Что лучше, быть любимым или внушать страх? Макиавелли не колебался: любовь изменчива, страх надежен. Любят, пока удобно, бросают, когда трудно, а страх остается даже тогда, когда исчезает выгода. Идеал — быть и любимым, и страшным. Но если выбирать, власть требует железной опоры. Правитель, которого боятся, реже предают. Страх удерживает порядок, когда все другие связи рушатся. Это не значит быть жестоким без причины, это значит уметь действовать твердо, когда мягкость убивает. Макиавелли подчеркивал: жестокость допустима, если она предотвращает хаос. Иногда нужно нанести рану, чтобы не пролилась кровь рекой. Макиавелли был прям: если хочешь сохранить власть, бей первым. И бей так, чтобы враг не смог встать. Он не верил в полумеры. Малое зло вызывает месть. Полное уничтожение оставляет тишину. Это звучит как диктатура.
Но для Макиавелли это была не жестокость, а стратегия. Пока ты колеблешься, враг собирает силы. Пока ты сомневаешься, они объединяются против тебя. История знает множество примеров. Те, кто проявлял милосердие, становились жертвами тех, кто этого милосердия не знал. Политика не место для сентиментальности. Здесь слишком высока цена за наивность. Макиавелли учил не быть злым. Он учил: если удар необходим, не оттягивай, иначе заплатишь всем, что имеешь. Лиса, чтобы видеть ловушки. Лев, чтобы отпугивать волков. Макиавелли советовал правителю не быть добродетельным всегда, а быть умным всегда. Умным значит гибким. Лиса — символ хитрости и осторожности. Она не идет в лоб, она просчитывает шаги. Но лиса не защитит себя от силы. Тогда появляется лев — мужество, сила, воля к действию. Правитель должен быть и тем, и другим. Уметь притвориться слабым, но нанести удар, когда нужно. Эти архетипы не про агрессию, они про баланс, про способность читать игру и менять маску вовремя. Быть только сильным — проигрыш. Быть только хитрым — ловушка. Только соединяя две крайности, можно удержать контроль. И это касается не только лидеров. Это урок для каждого. Будь добр, но не наивен. Будь мягок, но не уязвим. Макиавелли писал: «Люди судят не по сути, а по виду, и на этом строится власть. Ты можешь быть справедлив, но если выглядишь слабым, тебя не послушают. Ты можешь быть жестоким, но если носишь маску заботы и верности, тебе поверят». Макиавелли не призывал ко лжи. Он предупреждал: мир — это театр, и политика — это сцена. На этой сцене побеждает не тот, кто прав, а тот, кто умеет держать лицо. По Макиавелли добро — это не всегда действие. Чаще-то это образ, который убаюкивает народ и дает тишину. Но он не был циником. Он просто знал, если ты хочешь действительно помочь, ты должен сначала уцелеть. Лидер, который раскрывает свою душу на публике, переходит границу, и его разрывают. Макиавелли напоминал: настоящая добродетель — это спокойное лицо в мире, где все рушится. Макиавелли часто воспринимают как холодного стратега, который верит только в контроль. Но он признавал: в жизни есть и случай. Судьба. По Макиавелли как дикая река. В засуху тихо и послушно, но во время поводка сметает все на своем пути. И вот главный вопрос: ждешь ли ты, пока она разрушит твою жизнь, или строишь дамбы, пока не поздно? Да, фортуна влияет, но только наполовину, остальное — решимость, готовность. Характер Макиавелли презирал тех, кто жалуется на обстоятельства. Он верил, успешен не тот, кому повезло, а тот, кто был готов, когда шанс пришел, и не растерялся, когда он ушел. «Фортуна, женщина», — писал он, — «и подчиняется только тем, кто действует смело». Идеализм прекрасен, но в политике он часто смертелен. Макиавелли видел, как добродетельные правители теряли власть. Они колебались, искали компромиссы, отказывались от жестких решений. А в это время их обходили те, кто не боялся действовать. Он писал: «Власть требует риска». И иногда отказа от морали. Не ради удовольствия, а ради выживания. Правитель, который хочет сохранить страну, должен быть готов делать непопулярное, принимать решения, которые никто не поймет, но которые спасут от хаоса. Мягкость хороша в искусстве, но слабость в политике — это приглашение к катастрофе. Макиавелли не был сторонником зла, он был сторонником зрелости. Сила не в грубости, а в способности сказать: «Я сделаю то, что никто не осмелится, если это нужно моему народу». Да, Макиавелли говорит жестко. Он вскрывает реальность власти, где добрые намерения не всегда спасают, а наивность смертельна. Но здесь же его опасность. Если читать его бездумно, можно решить: цель оправдывает все, любые средства, любые жертвы, любое предательство, если это работает. Но Макиавелли не призывал к тирании. Он описывал, как она возникает. Он показывал: если правитель теряет связь с людьми, если человек становится просто инструментом, государство рушится изнутри. Сила без совести превращается в страх, а страх без баланса всегда ведет к изоляции и падению. Он предупреждал, а не вдохновлял на зло. Именно потому его стоит читать внимательно.
Не как инструкцию, а как зеркало. Макиавелли дает не приговор, а выбор – остаться слепым или научиться видеть. Для Макиавелли политика – это не сцена битвы, это сцена театра. А лидер – не воин, а актер. Не потому, что он лжив, а потому, что народ не хочет правды. Он хочет образа, надежды, жеста, символа. Люди редко вникают в суть. Они читают лицо, интонацию, уверенность. Они верят в то, что удобно принять. И если ты хочешь управлять, ты должен научиться играть. Ты можешь быть твердым внутри, но снаружи излучать заботу. Молчать о планах, но говорить просто и убедительно. Скрывать сомнения, но быть опорой для других. Провал в политике – это не ошибка. Провал – это когда ты позволил другим увидеть, кто ты на самом деле, и они не были готовы это принять. Макиавелли не учит лжи. Он учит выживать и сохранять лицо, когда внутри буря. Быть добрым не ошибка, но быть наивным опасно. Макиавелли не призывал стать жестоким, он предлагал стать зрелым, понимать, где граница между милосердием и слабостью, где добродетель теряет силу и становится уязвимостью. Он знал, друзья могут стать врагами, толпа, что аплодирует сегодня, может осудить завтра. Поэтому он учил: будь хитрым, когда мир требует маски, будь сильным, когда мир требует удара, и не бойся быть холодным, если за этим стоит защита. Но даже в этом реализме Макиавелли оставлял место для света. Он говорил: не становись заложником зла, смотри ему в глаза и выбирай, кем быть. Ты можешь внушать страх, но выбирай, когда проявить милость. Ты можешь использовать обман, но не теряй себя. Именно это он называл настоящей силой. Не подавлять, а понимать. Не рушить, а управлять. С ясным взглядом и холодной мудростью. Мир не делится на хороших и плохих. Он делится на тех, кто понимает правила, и тех, кто платит за свою слепоту. Макиавелли не был злым. Он был честным. Он не разрушал веру в добро. Он укреплял ее через силу. Он не призывал становиться чудовищем. Он предлагал перестать быть добычей. Да, реальность сложна. Да, в ней есть обман, страх, предательство. Но в ней же есть ты, способный видеть ясно, действовать храбро, выбирать не маску и осознательный образ. Настоящая зрелость — это не потеря сердца, это его защита. Ты можешь быть лисой и львом. Можешь внушать страх, но выбирать, когда дать надежду. Можешь использовать силу, но не ради власти, а ради справедливости. Макиавелли не учил быть злым, он учил быть готовым. И если ты сохранишь человечность, оставаясь сильным, ты выиграл больше, чем трон, ты выиграл себя.